Бонасера. И если вы думаете, короче, что я в Италии и говорю всем добрый вечер, то ни хрена. Бонасерают не только там, бонасерают еще в Румынии. Это тоже местное приветствие. Так вот, да, кататься едем в Румынию. План на этот день был такой: доехать до города Измаил для ночевки. Это порядка 850 километров. Торжественное сбивание одометра. Весь же путь до первого города Брашов составлял 1250 километров. Пользуясь случаем, мы приехали в одно очень модное место, в которое я себе не позволю приехать летом, но зимой, пожалуй, можно. Это Затока. Теперь, если что, я могу сказать, что на море я уже в этом году был. Вот, нежное ласковое суперморе, отдохнуть на котором летом стоит в 2 раза больше, чем на Средиземном. Так, ну водичку я вот уже потрогал. А вот и моя семья стоят и ощущают себя богатыми. В данный момент мы находимся на новом пункте границы, Орливка. И здесь у нас паромная переправа через Дунай. Стоимость парома 512 гривен. За детей платить не нужно. Водитель едет автоматически с автомобилем. А за меня пришлось немножечко доплатить. А еще на территории есть duty free с смешными ценами. Бутылка джина стоила 5 евро, бутылка виски 7 евро. В общем, мы не удержались и скупились. Это был мой первый паром в жизни, было очень интересно. Все красиво, все культурно. Этот паром ждали все, ждали долго. И вот в прошлом году он открылся. И теперь все желающие могут попасть с украинского села Орловка в румынский город Исакча. Без посещения территории Молдавии, что весьма удобно, быстро и экономно. Паром работает по графику, поэтому приезжаешь на нужное время и вообще никаких проблем. 10 минут и ты в Евросоюзе. Прошло 9 минут, а вот и Румыния. За полчаса мы прошли таможню и отправились в путь. Через 15 километров нас ждал другой паром, который отвезет нас в город Галац. Картинка за окном вообще не отличалась от пейзажей Украины, такое чувство, что мы никуда и не уезжали. А вот и мы заезжаем на следующий паром. Этот ходит без графика. Как маршрутка, заполнились и поехали. Вот Виктория с серьезным видом снимает паром. Спустя 100 километров картинка за окном радикально поменялась и стала очень радовать глаз, хотя снегом и не пахло, на улице было плюс 16. Вот такие вот места здесь. Это мы остановились, так сказать, на пересык. Едем уже второй час только по серпантинам. Все как я люблю. Проездом купили вот такую хрень. Вот такая труба, оказывается, она пустая внутри. Мы думали, что там что-то внутри есть. За это просили 15 лей. Вика нашла, сторговалась за 13. Это выпечка. Скажи, что это выпечка. Ну это выпечка какая-то, да. Но мы ожидали, что это большая трубка, типа там внутри что-то, типа хотя бы белковый крем, размер большой. А на самом деле вот 100 грамм, ну как бы румыны нажарили нас, в общем. Короче говоря, штука это такая, намотана на мангале, ну такая труба металлическая, на ней тесто сладкое, и вот оно крутится, крутится и таким вот образом готовится. Ага. Ну в общем, это слоеное тесто, посыпанное сахаром, лимонным, наверное, каким-то сиропом. Вкусно? Вкусно, Да. но на 13 лей пока не тянет. Вот мы и на месте, приехали в Брашов, и неожиданно его старое название Кронштадт. Итак, у нас тут, так сказать, презент от хозяина квартиры. Кофе, чай, капучино, конфеты. И, как нам объяснили, одно из самых топовых вин, ну недорогих топовых вин. Фетеска Негра. Называется это черное вино. Домени, сказали, очень хорошая марка. Вот так вот. Огромный санузел, кухня со всей необходимой техникой, автономное отопление. Все это создавало антуражик очень неплохой квартиры.
Также квартира имела свое парковочное место, что очень радовало нас как автомобилистов. Также рядом имелся гипермаркет Ашан, в который мы мгновенно ушли праздновать наше прибытие. Румыния страна очень, так сказать, колхозная. Много полей, много всего. И даже возле Ашана, огромного супермаркета, вот что есть. Классический трактор 957 года с названием УТОС-26. Ну, в общем, что я люблю, то, что всегда отличает нашу днепропетровскую еду от всей мировой, это вот порции. Вот, чтобы вы понимали, вот это по одному второму блюду. У Илюши вот гарнир еще есть. А так это вот, в общем, вот это. Одно второе блюдо. Официанты здесь обслуживают в национальной одежде. Так вот, первый раз в жизни, первый раз в мире, за что Румынии надо дать должное, я первый раз не смог даже притронуться к еде. Мне ее запаковали. Почему? Потому что я наелся до того, как принесли основное блюдо. Ну, естественно, как любитель пива, я тестирую. Итак, сегодня у нас пиво Урсус. Вот такая вот бутылка, 750 мл. Потому что Урсуса, его должно быть много. Урсус, кстати, это символ Румынии и в переводе медведь. На вкус, как наш Карлсберг. Такое премиум пиво, только чуть-чуть сладинка. Я премиум пиво не люблю, но с темным пивом в Румынии вообще катастрофа. Утром мы отправились кататься. Ближайший курорт называется здесь Пояна Браша, и находится он в 10 километрах от нашей квартиры. Так как сегодня была суббота, я, конечно, предполагал, что могло быть много людей, но... Приехали мы покататься, а вот увидела неимоверное количество людей, вот расхотелось. Так как покататься сегодня не получилось, мы приперлись в город Рышнов. Вот такой вот тут антуражик. Город имеет очень интересное лицо. Основан он в 1215 году, то есть ему больше 800 лет. И даже все современные здания строятся в одном формате, близким к лицу города. Все-таки Евросоюз есть Евросоюз. Обычный парковщик на чисто английском языке объяснил мне, что крепость сейчас на реконструкции. Я у него спросил, а где вообще можно хотя бы близко на нее красиво посмотреть? Он мне объяснил, что оказывается есть какой-то elevator, то есть лифт из центра города. Я, честно говоря, ожидал увидеть кабину какую-то, но такого я не видел. Это называется лифт с наклонной стойкой. Вот как это выглядит в гору. Вот куплены туда билеты. А вот этот вот гроб на колесиках — это наш лифт. Не могу сказать, что это все было дешево, но вид окупается. Хоть замок на реконструкции, но некоторые его части довольно уже неплохо выглядят. Основной замок выглядит вот так. Крепость построили тевтонские рыцари. За 800 лет ни Османская империя, ни монгольская ига не смогли его захватить. И она капитулировала только один раз по причине того, что защитники крепости оказались без воды. Все-таки высота. Поэтому спустя 40 лет была отдана команда на территории крепости вырыть колодец. Его вырыли. Глубина составила 146 метров. Он существует там по сей день. В общем, в Румынии не только Бонас-Айрес. Тут много пришло от Италии. И, кстати, второе по величине количество ресторанов в Румынии итальянские. Еды итальянской здесь тоже много. И вот мы решили сегодня попробовать пасту с морепродуктами.
И вот у меня томатный суп. Теперь я понимаю, что супы тут, как и в Турции, ну просто бомба. Следующим номером нашей программы было посещение города Бран и его очень известного замка. По дороге туда я первый раз решил заехать заправиться в Румынии. Ну а Вика первый раз решила помыть на машине стекло. Так вот, что можно сказать о правильных цыганях? Принцип работы заправки. Пришел, заправил сколько надо, а потом пошел рассчитываться. То есть цыган заправился и не уехал. А у нас цыган начинает борщ варить только с того момента, как придет кастрюля. Вот так вот. Приехали в город Бран. Бран известен тем, что именно здесь стоит тот самый замок, который считался резиденцией графа Дракулы. Тот самый, который Фрэнсис Форд Коппола, когда снимал свой знаменитый фильм «Дракула» Брэма Стокера, отреставрировала за свои деньги. И теперь вся Румыния торжественно продает его вид нашим туристам. Итак, мы в замке. Дикая очередь за билетами. Замок еще не видно, но вот там вот видно немножко. На входе сразу есть макет угодий. Честно говоря, не ожидал я, что этот замок настолько маленький. Да, маленький, но выглядит, конечно, стильно. Расположен на столе. Что интересного? Он был построен в 13 веке местными жителями, своими силами за собственные средства, за что впоследствии все эти крестьяне были освобождены от налогов на несколько веков. И хоть у всех замок ассоциируется с Дракулой, то сам Дракула, если и был здесь, то был всего лишь раз 5 в жизни. Показываю, как выглядит туалет в замке графа Дракулы. Ступеньки, все дела. Все в дереве. И тут просто. Ну просто. Италия, Испания, не знаю. Очень цивильно. Граф Дракула был бы доволен. Внутри же замок меня не то что не впечатлил, а даже немножко расстроил. Какой-то он уж совсем пустой и бедный. И вот почему в 2006 году его передали законному владельцу, потомку румынских королей. А после передачи замка вся мебель была вывезена в музей Бухареста. Поэтому маемо шо маемо. А это тот самый колодец, по легенде, в котором идет подземный вход в то место, где лежит сам Дракула. Что у тебя ж монета? Там есть здесь как. А здесь, там где должен был быть проход, просто куча денег. Когда-то я уже говорил о том, что пельмени существуют только в наших регионах. То есть в Испании это были равиоли, в Турции это были манты. Здесь вот такой вот вариант. Называется это тортеллони. То есть пришло что-то опять же из Италии. Пельмени мы любим, поэтому едим их в каждой стране. Сразу скажу, в моем личном рейтинге это худшие в мире пока пельмени. Так как вчера мы банально не смогли найти даже место для парковки, то сегодня мы встали пораньше и поехали в Паяну Брашу. Сегодня было поприятней. Купили скипас и 10 минут очереди, и мы на станции фуникулера. А вот и цены на скипас традиционно дешевле, чем в Буковеле. Но только если ты не Илья и не потерял через 5 минут скипас после его покупки. Итак, мы наверху. Мы поехали на первой кабине, которая находится возле отеля. Нас завезли на высоту 1800 метров. Будем ехать. Я стандартно привез с собой снег. Снега тут не было давно, теперь есть. Вот. Сзади меня это на самой вершине стоит метеостанция Брашево. Курорт небольшой, но покататься есть где. Есть 10 подъемников, есть 14 километров трасс и есть куча внетрассового катания. А вон идут мои лыжники-мученики. Пыхтят. Стонет. Становишься. Стонет, он всегда стонет. Так, все, можно взуваться, снег я привез, все нормально. Ага. Короче, трасса, в общем, тут все учат детей. Поэтому мы правильно выбрали. Будем учить наших лыжников с 8-летним опытом. Потому что они едут как первый раз.
Вот такой вот тут бугель через переезд реализован как мостиком. Еще одна, так сказать, румынская колоритность, взятая из других языков. Ребенок только что, объезжая меня, сказал пардон. Погодка сегодня была не очень. Снег влажный, ездить тяжело. А это очередь, блин, на креселку, воскресенье, народу немерено. Зато спустившись немного пониже, вот такая вот очередь из одного человека. Впоследствии мы узнали, что это потому, что с нее весьма тяжело переехать потом обратно на основные трассы. А вот так вот выглядит учебная горка. Жуть как много народа. Ездить реально тяжело. Зато учиться просто сказка. 400 метров, минимальный уклон. Красота. Что там? Вот, видишь? Кто плохо себя ведет, тому плоский круассан. А ты видишь? Опять включилась тетя Марина, и теперь вот это за это тебе вот круассан такой. Ну и на центровом подъемнике жутчайшая очередь. Я насчитал порядка 600 человек. Но мы таки выстояли, сели в кабину, он Илюха даже задремал. И это было даже не очень долго. Но стоять повторно вообще не хотелось, и мы поехали в Брашов. Брашов город очень красивый и абсолютно не похож на те города, где мы были раньше. А это Черная церковь, здание, которое понравилось мне больше всего. Данная церковь была построена в конце 13 века и является самым большим готическим зданием в Румынии. А черной называлась потому, что в одно время очень пострадала от пожаров. А это ворота Екатерины. Но в народе все считают, что это та самая башенка на заставке Диснея. Так, а это вот вариант горных речек. Это мы пришли смотреть на Черную башню. Но увидел мы эту высоченную лестницу. После дня на горнолыжном курорте подниматься туда вообще не хотелось. И я решил, что с дрона будет обзор все равно лучше. Белая башня, а ее именно официальное название белая, потому что выглядит она как пряничный домик, была частью дворцовой стены и была скорее дозорной, в отличие от вот этой. Это черная башня, хотя выглядит она так же как белая. Это было оборонительное сооружение. Не успел я посетовать на темное пиво, как было найдено пиво Сильва. Лагерь Негру премиум. Темное крафтовое пиво. Особенно впечатляет вот это. Яхмель Ро. Сейчас будем пробовать. О, ну так это же другое дело. Вкусное. С таким кофейно-шоколадным привкусом. Итак, сегодня мы опять приехали в Пояну Брашов. Сегодня понедельник, людей сегодня немного, это радует. Вот идем на подъемник. Значит, система парковок здесь очень хитрая. Парковок очень много, но цена у них очень разная. Начинается она с 3 лей в час. Это самые дальние от подъемника парковки. Именно с этой мы сейчас и идем. И прямо возле подъемников самую дорогую, которую видел, 10 лей полчаса, 30 лей час и 100 лей день. Сегодня у нас солнечно, поэтому сегодня я надеюсь что-то поснимать, потому что вчера снимать было практически невозможно. С дрона так вообще ничего не было видно. Солнечная погода, да после вчерашнего снега, это было прекрасно. А еще сегодня погода показала мне самое глубокое ущелье, над которым я когда-нибудь ездил на подъемнике. Итак, вот мы стоим на высшей точке курорта, 1770 метров здесь высота. Пояна Брашов в переводе с румынского означает поляна. Ну а Брашов, естественно, город, мы его уже видели.
И летом на этой поляне часто любят отдыхать румыны. Официально поляна называется Кабана Пастевару. А Пояна Брашов, в свою очередь, неофициально считается самым популярным курортом в Румынии. Так, ну что, не мешало бы катнуть. Съезд с самого верха был не особо пологий, и Вика боялась. Тихо! Че ты орешь? Ну, начало положено, можно ехать дальше. Ну а чё бы нет? Если вчера снег был влажный, то сегодня после мороза он был сухой. Было просто прекрасно. Вот такой вот прекрасный тут кусочек есть черной трассы. Мама наша боится, но ездит. А это кому-то стало херовато на горе. Сегодня был понедельник, поэтому, чтобы проехаться на этом подъемнике, нам не пришлось стоять очередь из 600 человек. Да и вообще, по сравнению со вчерашним днем, сегодня было просто прекрасно. Людей на трассе было мало даже на учебной горке. Катались мы сегодня где-то до 3 часов, но так как сегодня был последний наш день в Брашове, мы уехали пораньше для того, чтобы посетить еще одно интересное место. Мы пришли, в Брашове есть, так сказать, водный комплекс. Тут есть тренажеры, маленький аквапарк, сауны, бассейны и все дела. Ну, в общем, вот как это выглядит. Куча ящиков, раздевалок. Идем переодеваться. Мы тут ходили как бакланы, искали с этими электронными замками, как разобраться. Оказывается, все на вот этом браслете. Номер подходишь, делаешь так. И дверь открылась. И все. И вот так вот дверь закрылась. Вот так это выглядит. Большой бассейн в стеклянной оранжерее, за стеклом горы. Вон мама наша уже на чиле, на расслабоне. Вот такие вот тут сидушечки. Горки. Джакузи вон семейные. Сауна. Ведра. Душ. Сама сауна. Большая. Вот такие вот капельные фонтаны здесь. Тут вот есть место для чила. А вот здесь вот есть бассейн, с которого выход на улицу. Класс. Еще никогда не купалась так, чтобы на улице быть в бассейне. Вообще, Считай, это бомба. что в Австрии. Это бомба. Вот так хорошо на улице. Спасибо, что вывез тундру. А здесь огромный плавательный спортивный бассейн с вышками. Да, вышка, конечно, меня манила, но было очковато. 3 высоты есть: метр, 3 метра и 5,20. Что могу сказать? В бассейне, так сказать, в общем зале, не в спортивном, вода градусов 30. Для меня это, конечно, жарковато. Я в такой воде варюсь. Здесь, конечно, да, здесь класс. Здесь вода, наверное, градуса 24-25. Ну и огромное преимущество. Это то, что там бассейн 1,40 м. А здесь, так как здесь есть вышка, вот. Пока я настраивался и уже, в принципе, подготовил себя как минимум вот к средней вышке трамплина, оказалось, что вот двери закрыты и нас туда как бы не пускают. Ну, что делать? Придется прыгнуть с того, чего можно. Высота 1 метр. Это был наш последний день в Брашове. Завтра мы выезжаем в Синаю.